Так, друзья мои, здравствуйте. Сегодня у меня мышка Mighty Mouse 1152, да, если мне память не изменяет. Ку-ку. Да, 1152. В общем, проблема у них известная. Извините за выражение, засирается вот этот вот скролл, шарик. Тут у нас ролики находятся. В общем, смысл не в этом, а в том, что почистить как бы не проблема. Проблема ее разобрать. И вот здесь я посмотрел кучу роликов на YouTube, и нет толкового объяснения, как же все-таки ее разбирать. Давайте я сейчас попытаюсь вам рассказать, как это все работает. Значит, в собранном состоянии она вот так вот у нас вот так вот выглядит. И в принципе разборке препятствует только вот это вот кольцо, внешнее белое кольцо. Сейчас я это все уберу. То есть в собранном состоянии это выглядит вот так. И вот это вот кольцо, которое фиксирует всю мышку, оно приклеено в нескольких местах. Сейчас я покажу. Попытаюсь, по крайней мере. Так. Вот так вот. Видно? Вот видите, да, в центре. Это вот место приклейки. Вот еще одно. Еще одно. И так, в общем, по всему кругу. Некоторые, не зная, как это все устроено, они просто ломают. Ломают это колечко. Что тут? Пластмассовая фигнюшечка такая. Сломать ее вообще никаких проблем. Вот вы видите места, где оно приклеено. Вот это грязь. Это не места. Где она приклеена непосредственно к корпусу. Значит, что я сделал? Ну, первое, что я сделал, это между вот этими вот выступами для пальцев, они же дополнительные кнопки. Вот так вот это выглядит, да, здесь. И вот между вот этим вот выступом и кольцом вставил аккуратненько отверточку и поддел. Первая штучка у меня отлепилась. В принципе, без всяких проблем. Но дальше пошли сложности. Если вы будете действовать чем-то вот таким вот, то вы просто-напросто, если даже не сломаете само это колечко, то вы просто испохабите весь внешний вид. Значит, что мне помогло? Мне помог вот обычный вот такой вот медиатор. Можете попробовать пластиковые карты. То есть аккуратненько, легко нажимая, продвигаете его, и он просто отрывает вот это колечко. Вот так потихонечку вставляете, оторвали. Все. Когда полностью не все оторвутся легко и просто. У меня была тоже засада где-то вот в этом месте. Вот очень плотно здесь было приклеено, вот здесь. Вот видите, тоже ножом пришлось поковырять. Но в общем и целом справился, и все у меня получилось. А дальше просто снимаете это кольцо. И вот здесь еще одна, значит, штука. Вот это вот колечко, которое является, ну, типа такой, как в обычных мышках стоят там тефлоновые прокладки, то здесь стоит вот целое кольцо, на котором вся эта мышка и шевелится. Вот оно просто вставлено вот такими вот пимпочками в саму мышку. Его аккуратненько поддеваете вот отсюда и вытаскиваете. И только после этого разбираете мышку. Значит, мышка крепится здесь очень просто. Вот здесь она вставляется. А здесь, видите, вот выступы. Вот эти выступы. Сейчас уберу. Вот эти два выступа. Вот они, штифты. Вот этот раз и вот второй. Они зацепляются вот за такие уши. И вот, в общем, можно попробовать эти уши отгибать через вот это отверстие. А можно просто сам корпус отогнуть. Вот здесь сюда вставить отвертку и отогнуть. То есть, в принципе, это уже как бы никакой сложности не составляет. Главное, еще раз повторюсь, аккуратно оторвать вот это вот колечко, которое приклеено на несколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В 10 местах приклеено, типа на суперклей. Потом, когда я буду собирать, я, наверное, ее на какой-нибудь герметик силиконовый посажу, который просто будет держать, чтобы она не отпала. Потому что, в принципе, она никакого, только вот чисто эстетику. Закрывает вот эту щель вот здесь между корпусом и нижней частью. Вот и все.
Значит, и еще пару слов про коннекты. Вот эти вот гибкие шлейфы, они вставляются, вот самые обычные такие вот штучки. То есть просто поднимаете вверх, аккуратненько отверточки, и вытаскиваете туда шлейф. И вставляете обратно, просто защелкиваете на место. И все. Вот, в общем, все, что хотел сказать. Спасибо за внимание. Пока.